Даже если у тебя имбовая колода Нильфгарда, не стоит играть в Гвинт с подозрительными незнакомцами. Ты проиграл! И сколько я должен? Ты должен свою душу! Какая душа? Давай я лучше сделаю тебе этот шлем. Согласен! Договорились. Кстати, я с мастерской Гвинта подготовил для вас подарок. Вы можете выиграть 5 колод карт и поле для игры. Детали конкурса я расскажу в конце видео. Теперь я должен сделать шлем Карантира. Для облегчения распечатал в нужном размере личину и сделал выкройку. Шлем будет сделан из стали 30 ХГСА толщиной в 2 мм. Перед нарезкой деталей я всегда рисую центральную линию. Это сильно помогает сделать симметрично шлем. Грубо размечаю линии черепа, чтобы видеть, где нужно сделать выпуклости, а где впадины. Но перед набивкой рельефа лица нужно сделать грубую выкладку, как бы черновую форму личины. Это можно легко исполнить на холодно, но остальная работа требует нагрева стали. Еще раз навожу линии личин. Поскольку разметка пропадает от горячей работы, сначала я пробиваю на холодно, а после нагрева нужно выводить формы на глаз. Это не так уж и сложно. Брови вытягиваем наружу, глазные впадины внутрь, еще немножечко скулы выбиваем. Это основная база для такой личины. В отличие от человеческого лица, тут не нужно делать нос и рот. Начинаю делать остальные детали шлема. Для этого я прорисовываю весь шлем в размерах 1 к 1 и с помощью такого рисунка делаю выкройки. Как я и говорил, весь шлем делаю из листа толщиной в 2 мм. Это подходящая толщина для турнирных шлемов, против одноручного оружия или двуручных мечей. Для бугурта обычно берут 3 мм стали на купол шлема. Немного вытянув деталь, я убираю гофры. Их нужно сразу разглаживать, иначе потом по ним может пойти трещина. Собираю две детали вместе и формирую следующую выкройку. Оказалось, что выкройка неправильная. Затылок слишком отклонен назад. Чтобы это исправить, я вырезаю клинья и на горячо забиваю затылок внутрь. После сварки снимаю сварочный шов и выглаживаю молотком все угловатости в этом месте. Обратите внимание, как замечательно мне помогают самозажимные клещи. С их помощью я спокойно делаю нужное отверстие и собираю все 3 детали на болты. Сделал выкройку на следующую деталь и с помощью специальных бойков на прессе придаю изгибы без нагрева. Если делать такую форму руками, нужно нагревать. Присоединив эту деталь, сделал выкройку на следующую. Так происходит процесс разработки выкроек. Это сложнее, чем делать шлем с готовыми выкройками, поэтому надеюсь на вашу поддержку лайком и комментарием. Выкройки я потом выложу на Patreon.
Основа шлема готова, но без рихтовки и многих нюансов. В первую очередь рихтую и делаю ручной наклеп на всей поверхности макушки. Начинаю делать центральное ребро, оно будет больше остальных, поэтому выбиваю сначала выпуклость по центру, а затем на холодно вывожу все ребра на макушке шлема. Я решил добавить стальную накладку вокруг лица, и сейчас покажу самый простой способ изготовления выкройки на такую деталь. Чтобы плотно присадить накладку к шлему, прибиваю ее на горячо. Теперь догибаю край задней пластины. Это тоже делаю с нагревом, и самое главное, не отсоединяя от шлема. Так сохранится подгонка и край отогнется. Это деталь, которая имеет правильную форму, но еще не порихтована. Делаю рихтовку. Кстати, ровность поверхности я определяю, проводя по ней рукой, а не на глаз. Эту деталь я делаю подвижной, поэтому проверяю, что она двигается и ничего не мешает. На дизайне шлема из игры эти детали очень толстые. Я же делаю из реалистичной толщины в 2 мм. Чтобы лучше выделить края пластин, я сделаю на них ребра жесткости. Теперь возвращаюсь к работе над личиной. Для того, чтобы легко вырубить глазницы, сделал вот такое приспособление для удерживания зубила. Теперь оно бьет четко в нижнюю маленькую площадку, и это облегчает работу. Тут я исправляю центральную впадину, которая на дизайне из игры мне нравится больше. Под маской у меня зубило, которое не видно. Правильно выставляя забрало и правильно ударяя молотком, можно или поднимать материал, или опускать. Но это прям отдельный скилл, который нужно прокачивать. Ставлю шлем в печку на отжиг. Это нужно, чтобы убрать избыточную твердость и хрупкость наклепанной стали. Нагреваю до 800 градусов и оставляю остывать на ночь.
Кстати, вырубка глазниц прошла не очень хорошо, заметно, что на краях пошли трещины и отжиг стоило сделать перед вырубкой. Но в плане дизайна такие рваные края получились очень в тему. Правда, этот шлем будет функциональным и использоваться в турнирах, поэтому эти опасные края я усилю электросваркой. А вообще даже неплохо получилось. Края глазниц укреплены, заглажены и имеют подходящий вид. Мне прям нравится. Отчеканиваю линию, которая отделяет череп от нижней части. Без отжига это было бы сложнее сделать, а так сталь намного мягче. На шлеме Карантира имеется некий крестообразный рисунок. Мне он как-то не нравится, поэтому делаю по-своему. На противоположной стороне я вообще насверлю много отверстий для улучшения дыхания. Свариваю все детали вместе, кроме подвижной части. Этот способ надежнее, чем соединять с помощью заклепок, как в средневековье. А поскольку сварки не видно, то профит очевиден. Шлем будет способен выдерживать удары стальным оружием. Это не пластиковый косплей. Меня знают как мастера, который делает доспехи для бугуртов и турниров. И там используются доспехи, стилизированные под историчные. К сожалению, в топовых турнирах запрещено использовать фэнтези-доспехи. И я считаю это серьезным упущением. Уверен, что такие доспехи привлекли бы намного больше внимания и интереса к такому спорту. Если я прав, то ваш лайк и комментарий покажут, что я двигаюсь в нужном направлении, делая функционирующие фэнтези-доспехи. Подготовил шлем к закалке. Это сталь 30 КГСА, поэтому при температуре 830 градусов опускаю в воду, а не в масло. При 320 градусах выдерживаю 30 минут и еще раз опускаю шлем в воду. Все детали сварены, и это усложняет шлифовку. А еще рельеф забрало такой, что туда залезть можно только вот таким кругом. Эту пираньку нужно использовать вместе с пастой Гои. А еще я использую болгарку со скоростями. На пониженных скоростях меньше шанса, что круг зацепится за что-то и инструмент вырвет из рук. Задуваю красной краской, чтобы процарапать рисунок и протравить его. Именно красной, потому что всадников дикой охоты называют еще красными всадниками. Я уверен, что когда я буду снимать краску, в труднодоступных местах останутся красные вкрапления, и это будет в тему.
Травлю с помощью блока питания от ноутбука и соленой воды. Один провод закреплен на шлем, второй ведет к вате, которую макаю в воду с солью. Провод на шлеме — это плюс, а к вате — это минус. Надпись на шлеме — это древнее пророчество из вселенной Ведьмака. Пока делал шлем, накрыла ностальгия по прохождению третьей части. Так давно хотелось сделать что-то по этой вселенной и никак не доходили руки. Если такие видео вам понравятся, то я готов даже сделать полный доспех из дикой охоты, а не только шлем. Кстати, следующим я буду делать шлем Эридина, поэтому подписывайтесь. На второй стороне я изобразил дикую охоту, скачущую по небу, и их корабль Нагльфар. Кстати, дикая охота и Нагльфар списаны с легенд и мифов Средневековья. В драке подшлемник будет мокрый от пота, и чтобы шлем не поржавел, покрываю изнутри тоже красной краской. Делаю чернение стали. Действую не по инструкции. Нужно было бы организовать правильную ванну со специальным раствором, погрузить в нее шлем на нужное время. Но я пробовал это делать, и как бы я ни экспериментировал, не получалось сделать чернение равномерным и не стирающимся. Поэтому делаю по-ленивому. Просто возюкаю этой химикалией по шлему, и вместо обезжиривания у меня вообще поверхность просто свежешлифованная. Вроде на такой поверхности чернота лучше проступает. В конце тщательно смываю химию. И вот только тут я вспомнил, что нужно же сделать еще и украшение на шлем. Я что-то совсем за него забыл, и удобнее было бы сделать до закалки и шлифовки, но ничего страшного. Вырезаю его из ST3 толщиной 3 мм. Эта деталь будет съемной и просто прикручиваться на болтах к шлему. Просто и надежно. На оригинале из игры я не увидел никаких узоров на этом ободе и решил это исправить. Карантир — это навигатор дикой охоты, он отвечал за перемещение между мирами. Тут я делаю отсылку на нечто, что тоже имело такую же функцию. Ну что, кто-нибудь догадается? Травление прошло не очень удачно. Там, где рисунок попал на окалину, которую я не убрал, просто не протравилось. С другой стороны, эти символы не совсем из вселенной Ведьмака, поэтому то, что они не выделяются, ну даже хорошо. Думаю, на функционал перемещения между мирами это никак не повлияет.
Подшлемник я сделал очень тонким, с одним слоем ватина. Это даже не подшлемник, а просто чехол, чтобы закрыть изолон и вспененный полиуретан, который я приклеиваю изнутри шлема. Это экспериментальный вариант, и я испытаю его на этом шлеме. Похожий материал используется в шлемах для американского футбола и очень себя зарекомендовал. Но мне нужно проверить, не сомнется ли он от времени или от использования. Подшлемники из поролона или набивные ватином постепенно сбиваются и уплотняются, и теряют защитные свойства, но при этом они живут 1 или 2 года. Шлем полностью готов. Теперь сделаю небольшой тест оружием. Сначала беру турнирный меч. Это самое слабое оружие, с которым обычно встречаются мои шлемы. Его вес примерно 400 кг, и он не заточен. От него шлемы будут только царапины и не больше. Дополнительно провел с десяток колющих в лицо. Приятно удивило то, что кончик застряет на ребрах и морщинах вокруг глаз. Хотя глазные впадины работают не на отвод оружия, а наоборот. Оружие само скользит в отверстие. Это нехорошо для средневековой войны. Следующее у меня копье. Оно не заточено и даже не закалено. Но наглядно покажет, как шлем будет взаимодействовать с ним. Как видите, наконечник легко заскакивает и в глазницу, и в щели внизу шлема. Средневековые шлемы делаются так, чтобы такие удары только соскальзывали в сторону, чтобы не было таких улавливающих щелей. Кстати, копье легко встает и под накладку вокруг личины. Так что, если у вас вдруг завелся дикий гон, берете копье и насовываете паскудя во все щели. И там в районе сраки у них тоже есть куда пику запхать. А теперь беру тесак, который имеет и заточку, и закалку. Даже есть видео о том, как я его сделал. С такими вещами нужно быть очень аккуратными. Оружие рикошетит от шлема, поэтому я бью не со всей силы и внимательно контролирую тесак. Наношу рубящие удары и как бы режущие, протягивая лезвие. Обычно я не бью так шлем, который только что сделал. Но есть тех людей, которые любят, чтобы вещь выглядела достоверно. Это шлем одного из генералов дикой охоты. Все они и их воины закалены в боях, поэтому такой шлем не может быть таким, как будто его только сделали в мастерской. На нем должны быть следы битв, царапины и насечки от ударов воинов, которые сражались против дикой охоты. Чтобы шлем выглядел реалистично, я решил нанести несколько десятков ударов разным оружием и даже удивился, какие надрезы оставил тесак на поверхности шлема. Если вам тоже понравился краш-тест, то поставьте лайк этому видео. Но на этом проверка шлема не заканчивается. Нужно еще понять, как шлем будет защищать голову. Для этого в приказном порядке беру добровольца и делаю с десяток ударов. Помню, вы просили надевать на подмастерье шлем на такие тесты. Вот, подмастерье в шлеме, и я его бью, все как вы просили. Дай сюда. Упс. Нормально? Держи, нормально удар? Хорошо. Вот теперь шлем полностью готов. Да, я не повторял его так, как он изображен в игре, и делал немного по-своему. Если вам интересно, могу сделать отдельное видео и рассказать, почему я сделал именно так и что меня не устраивало в оригинальном дизайне. Шлем получился практичным, имеет неплохой обзор и дыхание. Украшения можно легко снять для участия в турнире и потом установить обратно. Слова, которые я вытравил на треугольниках, означают следующее: Гинваэль – лед, Аэнэлле – народ Ольх, Каэрме – судьба. Надпись сбоку – это пророчество Итлинны, предвещающий конец света от белого хлада. С другой стороны корабль Нагльфар и дикая охота. Все это связано с Карантиром, и надеюсь, фанаты это оценят. Пришло время поблагодарить патронов этого канала. Спасибо огромное. Вы главные вдохновители на создание контента. И спасибо тем, кто смотрит видео до самого конца. И переходим к конкурсу. Для того, чтобы получить в подарок игру Гвинт, а именно поле и 5 колод с разными фракциями, вам необходимо подписаться на канал, поставить лайк этому видео, а также написать комментарий, используя слово Гвинт.
В видео про шлем Эридина, которое выйдет в течение месяца, я надеюсь, случайным образом будет выбран победитель. И это не все. Тот, кто напишет комментарий, который наберет больше всего лайков, получит в подарок колоду Тусента и колоду Ведьмаков. Но, если вам не повезет выиграть, то обращайтесь в мастерскую Гвинта. Тамошние мастера изготовят для вас персональный экземпляр и доставят в наилучшем виде. Контакты мастерской в описании. Там же более детальная информация о конкурсе. Кстати, даже если вы лично не играете в Гвинт, я уверен, у вас есть друзья, которые точно захотят такой подарок.